Всем привет! Сегодня я начинаю новое видео, и оно будет по заявкам зрителей канала, пусть и по очень давним. Несколько раз мне писали в комментарии люди, у которых были проблемы с протезами. Насколько я понял, сами эти изделия довольно-таки дорогостоящие и при этом довольно-таки мало ходят. Сегодня мы остановимся конкретно на ортопедическом протезе, который назначается при провисании стопы, но я призываю вас не относиться это как к инструкции по конкретному протезу. Я не врач, и вполне возможно с медицинской точки зрения что-то будет сделано неправильно, но я просто хочу показать вам технологию того, как вы самостоятельно можете решать какие-то свои проблемы. Применить эту технологию можно будет так, как вам нужно. Все эти детали в целом объединяют одно. Они анатомические или близки к анатомическим. То есть для производства нам необходима будет форма, соответствующая человеческому телу. Я уже демонстрировал различные варианты того, как можно сделать слепок с различных частей тела. Вы можете посмотреть видео про анатомическую накладку на предплечье для стрельбы из лука и также посмотреть, как я делал маску. Ссылки на эти видео будут в описании. В случае с накладкой на руку я использовал для снятия слепка альгинат, а в случае с маской на лицо я использовал пластик полиморфус. Я же сегодня покажу еще одну технологию, она будет гораздо сложнее. Большинству она, наверное, будет недоступна, но я думаю, как зрителям будет интересно увидеть еще одну технологию, так и мне интересно развивать свои навыки. Поэтому сегодняшний слепок будет выполнен из пластика. Он будет распечатан на 3D принтере по модели, которая получилась в результате трехмерного сканирования моей ноги. Я использовал для этого 3D сканер Sense и в дальнейшем обработал модель. Я сканировал ногу отдельно, стопу отдельно, потом сшивал все в различных программах. Готовую модель вы видите в интерфейсе Fusion 360, и потом все это я запускал в печать. В итоге печатная модель состоит из 4 частей, она была склеена на клей-момент. Ну и сейчас она требует небольшой доработки для того, чтобы двигаться дальше. Основными проблемами являются швы склейки между элементами, которые печатались отдельно, швы перехода на новые слои, которые всегда оставляет 3D принтер. И в местах, которые располагались горизонтально, остались довольно-таки заметные ступеньки, их бы тоже неплохо сгладить. Ну и по той же причине, из-за того, что стенки были тонкие, а нависание довольно-таки значительное в некоторых местах, есть небольшие пропуски, которые тоже нужно закрыть. Пластик этот шкурится не очень хорошо, но я постараюсь убрать немного материала и закрыть эпоксидной шпаклевкой. Неровности я убрал, и сейчас я буду шпаклевать. Ну и пока я выравниваю поверхность, небольшое лирическое отступление. Совершенно не обязательно делать слепок всей ноги или там всей руки. Вам нужна только та часть, которая будет использоваться для производства деталей. То уж я тут начал делать целую ногу, ну скажем так, чтобы получить некоторый опыт, ну и повыпендриваться тем, что у меня теперь есть сканер и принтер. И если уже быть до конца честным, показывать я буду самую простую технологию, для нее совершенно вообще не важно, какого качества будет эта поверхность. Самое главное, чтобы не было щелей, куда затечет эпоксидка, и где она залипнет, а потом вырвет кусок детали. Получается неплохо, очень гладко, и крупная наждачная бумага даже убирает характерную для 3D печати небольшую ступеньку. Ну и собственно вот на этом обработка закончена. Модель получилась довольно-таки ровной, и в ней нет никаких щелей, куда может затечь эпоксидка. Я буду использовать технологию мокрой укладки. Во-первых, потому что она самая простая, ее может повторить кто угодно без какого-либо дополнительного оборудования. А во-вторых, потому что в данном случае для анатомической детали нам не нужно будет делать никакие запасы и отступы на толщину материала. Все подойдет в итоге идеально. Ну и сейчас необходимо подготовить мастер-модель для изготовления детали, а именно обработать ее воском. Итак, нога подготовлена и обработана воском в несколько слоев. Сейчас она обернута стрейч-пленкой, так как я вез ее в машине и не хотел испачкать салон. Это дает мне возможность сейчас порисовать и продемонстрировать, что же я хочу добиться. Дизайн я буду делать точно такой же, как и у готовых промышленных изделий. Над самым широким местом икроножной мышцы будет расположено крепление для фиксации. Вниз будет уходить плоская панель, которая переходит в стопу и фиксирует ее.
Ну и собственно сейчас можно наглядно показать, что не было никакой необходимости делать слепок ноги целиком. Вот сейчас я выделяю две области, которые можно было сделать по отдельности, и по этим двум слепкам уже произвести две детали, которые потом скрепляются каким-то образом. Возможно, для этого протеза это даже будет лучше, потому что будет возможность порегулировать положение части, которая отвечает за стопу. Ну а для каких-то более мелких деталей вообще разговора нет. Совершенно не проблема сделать небольшую часть с помощью полиморфоса или альгината, как я показывал в предыдущих видео. То есть главное, поймите, что вы можете сделать это все своими руками, без использования каких-то супер 3D технологий, принтеров, сканеров. Все это делается с помощью довольно-таки простых материалов и в домашних условиях без специального оборудования. Ну и сейчас я распакую ногу и обработаю ее еще жидким разделителем, потому как воск довольно-таки серьезно впитался и вот глянцевой поверхности не получилось. А жидкий разделитель, он как и смола, очевидно, довольно-таки жидкий и попадает во все небольшие поры, в которые твердый воск не может попасть при нанесении. И это улучшает разделение на таких не очень качественных поверхностях. Пары слоев жидкого воска будет достаточно. И в целом сейчас уже можно начинать производство. Можно просто нанести кисточкой смолу, положить на нее материал и оставить так. Но я хочу еще немножко увеличить качество изделия, и поэтому после нанесения смолы я прижму все вакуумом. Это немного увеличит качество детали, не даст образоваться каким-то пустотам и сделает соотношение армирующего материала и эпоксидной смолы лучше. Я буду делать это все своим стандартным инфузионным набором, но ничего вам не мешает купить в магазине уже готовые мешки и готовый ручной насос или использовать пылесос и сделать то же самое. Это все также не требует никакого дополнительного оборудования. Для производства я буду использовать обрезки карбона, которые остались от прошлых проектов. Я сейчас примерно подберу необходимое количество материала. На основную часть я сделаю толщину в 4 слоя, а на стопу в 2 слоя. Как видите, я обрезки храню в свернутом виде, чтобы все-таки не было складок, хотя их не использую для каких-то декоративных целей. Это неплохая система хранения, и на самом деле это кусок трубы, в котором мне пришел мой самый первый карбон из Китая, с Алиэкспресса. Сейчас я бы не рекомендовал вам оттуда покупать, потому что смысла в этом особого нет. Я уже в некоторых видео говорил, покупайте в России, денег вы много не выиграете, если вообще выиграете, зато качество доставки и сроки будут гораздо выше. Я продолжаю сотрудничать с магазином Comfiver. Я написал для их сайта небольшую статью, и также в этой статье будет небольшая подборка материалов: карбон, смола и воск. Все, что нужно для начала работы с композитами. Если вы только думаете начать какие-то первые проекты, сходите, почитайте, возможно, это будет для вас полезно. Ссылку на статью и промокод я оставлю в описании. Ну и собственно теперь можно накрыть верстак, чтобы не испачкать его, замешать эпоксидку и уже начинать. Я развел 120 грамм эпоксидной смолы. Я думаю, для этого проекта этого будет достаточно. Хотя я тут, как видите, все делаю на глаз, и материал режу на глаз, и смолу подбираю на глаз. Использовать для нанесения я буду обычные кисточки, лучше качественные, чтобы волосы не лезли и не портили внешний вид. Сейчас я подожду, пока из смолы выйдет лишний воздух. Это смола для ламинации, из нее прекрасно выходит воздух и без дегазации. И можно будет приступить к изготовлению детали. Я начинаю процесс. Деталь длинная, как-то ее вменяемо поставить, кроме как стоя, я не могу, поэтому снимать буду издалека, надеюсь, вам будет что-то видно.
Ну, в общем, получилось примерно вот так. Внизу я решил оставить 2 слоя материала, потому что понял, что они довольно-таки сильно перекрывают ногу, и я просто не смогу вытащить ногу из детали. С 2 слоями, ну, они там хоть подразогнутся, они будут довольно-таки гибкие. Ну и сейчас нужно поприбраться и упаковывать все это в вакуумный мешок. Сейчас нужно привести вакуум в надлежащее состояние, и в таком состоянии я оставлю это на сутки для полного высыхания. Итак, прошло на самом деле 3 дня. Давайте смотреть, что у нас получилось. Получилось неплохо, но видно, что осталось довольно-таки много следов в тех местах, где были складки на пакете. Этот эффект можно было минимизировать, используя жертвенную ткань, но до конца от него все равно не избавиться, так что я решил не делать этого. Судя по небольшим частям, которые легко снимаются, деталь не прилипла, на что я надеюсь, но снимать ее сейчас не буду, так как вышкурить поверхность будет гораздо удобнее, пока она еще на мастер-модели. Убирать острые края с помощью наждачки довольно-таки неудобно, она рвется и справляется плохо. Поэтому я уберу основной материал напильником, а когда уже будет более-менее гладкая поверхность, буду равнять с помощью наждачной бумаги. Поверхность отшлифована до 1200 наждачки. Выглядит примерно вот так. Не обманывайтесь блестящей поверхностью, деталь просто сырая. На самом деле косяков на ней миллион. С учетом того, что толщина довольно-таки небольшая, я боялся просто прошкурить. Тем более и нога, и скан, и мастер-модель, все в сумме дали довольно-таки неровную поверхность. И сделать дырку в материале было очень просто. Сейчас я с помощью малярного скотча размечу область, которую буду в итоге вырезать, и будем пробовать снимать деталь с мастер-модели. Мелкие куски отходят довольно-таки легко, не прилипают, но это всегда волнительный момент. У меня было много косяков, когда деталь залипала. Ну и теперь по размеченному обрезаем деталь. Пока что по ощущениям деталь тонковата, наверное, нужно было добавить один слой в подошву. Но в этом и плюс такого метода производства. Только вы знаете, насколько толсто и насколько жестко вам нужно. И если с первого раза не получилось, вы можете адаптировать технологию, переделать и получить уже тот результат, который будет вас устраивать полностью.
Получилось, конечно, очень тонко, но давайте для эксперимента посмотрим, вообще выполняет ли свою функцию, то есть поддержку стопы. Я возьму бутылку объемом пол-литра. Ну и попробуем. Я считаю, неплохо. Зачищу отрез и немножко скруглю края. Ну и чтобы хоть как-то придать нормальный вид, я немножко полирну. Ну и, наверное, довольно-таки немаловажный момент — это вес детали. Деталь весит 87 граммов, что, собственно, очень мало. Ну и теперь остается приладить систему креплений и попробовать, вообще выживет ли этот протез хоть сколько-нибудь. Попробую сходить в нем на тренировку. В зале я решил начать с того, чтобы просто походить по дорожке. Я постепенно добавлял скорость, и, наверное, 5 км в час это максимальная комфортная скорость с данным протезом. Больше уже он начинает двигаться относительно ноги и не очень комфортно. Дальше я сделал шаги на небольшую платформу. Это симулирует подъем на лестницу. Каких-то больших неудобств я не испытал. Ну, конечно, для человека, которому это устройство не нужно, менее удобно, чем без него, но вполне себе жизнеспособно. Далее я сделал наклоны со штангой. В данном упражнении устройство вообще никак не ощущается. Ну и в конце я сделал присед, но сильно глубоко приседать не получалось, потому что верхняя кромка довольно-таки острая и режет ногу. Если верхнюю кромку немножко опустить, чтобы она под коленом не царапалась, будет вполне себе удобно и можно будет приседать еще ниже. Новых трещин на протезе не появилось, но на самом деле на нем уже появилась трещина при первоначальном тестировании, когда я просто дома в нем немного походил. И как я предполагаю, она возникла из-за того, что были лишние напряжения в связи с неправильной формой. После того, как я подрезал вот этот вот участок, заглубил его, в принципе, уже пятка начала гнуться отдельно, как отдельный эластичный элемент, и после этого конструкция перестала дальше ломаться. То есть не зря на оригинальном протезе крепление было выведено вот сюда. Наверное, так и нужно делать, потому что вот эта связь, она дает лишнее напряжение, из-за которых возникают трещины. Но это все уже можно допилить под конкретные нужды. Я же на этом заканчиваю. Проект, я считаю, довольно-таки успешный. Не бойтесь пробовать свои силы. Ничего сложного в этом нет. Всем спасибо за просмотр. Пока.